Прекрасная Пизанская башня, стоящая на кафедральной площади Пизы, начала свое строительство 9 августа 1173 года благодаря проекту архитектора Бонанно Пизано. Однако ее возведение растянулось на целых 2 века по причине войн и финансовых затруднений. Уже в начальной фазе постройки башня начала наклоняться из-за слабого грунта, на котором она находилась. Джованни ди Симоне – один из следующих архитекторов. В 1272 он пытался компенсировать этот наклон, строя ярусы с разной высотой потолков, но ситуация усугубилась. Фольклорные легенды повествуют о сверхъестественной защите, якобы охраняющей башню, и божьем наказании за гордыню. Тем не менее, истинная причина – инженерная. Неравномерный грунт сразу проявил себя, наклоняя здание. Однако благодаря этому наклону башня приобрела невероятную популярность и загадочность, открыв бесконечное пространство для мистического воображения людей. Тем временем в 20 веке и позднее велись значительные работы по стабилизации башни. Инженеры всего мира объединили усилия для укрепления ее фундамента и предотвращения падения, применяя самые передовые технологии. Несмотря на все мифы, что плетутся вокруг наклона, современная наука и техника сумели взять под контроль это легендарное сооружение. Башня стала не только символом ошибки, но и воплощением инженерного гения, сумевшего сохранить ее для будущих поколений. За ее тенями притаился еще один аспект, влияющий на ее популярность, и чтобы раскрыть его, мы заглянем в эпоху Средневековья. Строительство и инженеры. Начало строительства Пизанской башни уходит в далекий 9-й день августа 1173 года. Под руководством Бонанно Пизано были возведены первые 3 яруса этого будущего архитектурного чуда. Изначально стройка шла с уверенностью в грандиозных замыслах, но вскоре затянулась из-за многочисленных войн и политических смятений, сотрясавших Пизу в XIII веке. Тем временем, в 1272 в дело вступает Джованни ди Симоне, предложивший нестандартное инженерное решение. Он отважился строить последующие ярусы с различной высотой потолков, стремясь нивелировать наклон и сохранить башню вертикальной. Но земля продолжала диктовать свои условия. К моменту завершения его работы башня уже была наклонена почти на 2 фута. Включая в проект и других мастеров, таких как Томмасо Пизано, архитекторы не сдавались перед вызовами изменяющегося грунта. В целом на протяжении веков следили за изменениями отклонений, которые достигли почти 3 фута. Эти цифры кажутся скромными, но для таких величественных сооружений отклонения были критичными. История строительства не завершилась с эпохой Средневековья. Спустя 2 столетия, в 1360 году, было завершено возведение башни. Прошли века, а ее наклонение продолжало представлять вызов для строителей и инженеров. В 20 веке на сцену вышли современные технологии. Сложные реставрационные работы, укрепление фундамента и инновационные методы помогли остановить катастрофическое наклонение. Этот удивительный миссионерский подход к сохранению башни является прямым доказательством неукротимой инженерной смекалки, которая делает невозможное возможным. История о противостоянии башни и природы свернула и ведет нас к новым открытиям в ее мрачные века. Первая аномалия. С момента закладки первого камня 9 августа 1173 года Пизанская башня изначально задумывалась как воплощение архитектурного гения. Но судьба распорядилась иначе. Уже после возведения первого этажа и первых 2 колоннадных ярусов аномальное отклонение стало заметно. Почва под башней, состоящая из глины и песка, начала неравномерную усадку, что вызвало наклон. Рабочие и архитекторы с тревогой замечали, что конструкция клонится в сторону. Наклон на уровне 3-го яруса составил почти 1,5 дюйма. Архитектор Бонанно Пизано, ответственный за первоначальные работы, и его последователи, включая Джованни ди Симоне, столкнулись с трудностями, которые никому прежде не приходилось решать. В попытке компенсировать отклонения они строили последующие ярусы с более высокими потолками на противоположной стороне, что визуально выравнивало башню, но не решало проблему полностью. Вследствие наклона стали зарождаться многочисленные легенды и мифы, что Пизанская башня является объектом божественного вмешательства или знамением для горожан. Однако крушение не наступало, и инженерная мысль не сдавалась. Продолжительное строительство, приостановленное в связи с военными конфликтами, вновь возобновилось в 1272 году под руководством Джованни ди Симоне. И, несмотря на все сложности, башня продолжала стоять, устояв против времени и фундаментальных ошибок. Тайны, связанные с этими отклонениями, очаровывают наше современное воображение. Мы погружаемся глубже, чтобы понять, как люди Средневековья оправдывали эти явления, искали знаки судьбы и предчувствовали будущие открытия, которые могли бы спасти их архитектурное чудо от падения. Средневековые опасения. В
В средневековой Пизе, где тени башни уже отбрасывали легкий наклон, жители лицом к лицу сталкивались с многомерной загадкой. С момента закладки первого камня 9 августа 1173 года Пизанская башня стала символом не только архитектурной амбиции, но и вызовом природы. Бананно Пизано, под чьим руководством строились первые 3 яруса, обнаружил, что почва под башней оказалась неустойчивой. Сочетание глины и песка дало о себе знать. Уже после постройки первого яруса конструкция отклонилась почти на 1,5 дюйма. Для средневековых жителей объяснение наклона варьировалось от мистических до рациональных. Местные легенды говорили о каре небес или древнем проклятии, которые могли объяснить столь необычное явление. Однако на фоне мистики появились и более научные догадки. Все отчетливее осознавалось, что причина скрывается в неравенстве грунта. Джованни ди Симоне, один из последующих архитекторов, не поленился использовать этот факт, предпринимая сложные инженерные маневры. Будущие ярусы строились с перекосами в противоположную сторону, чтобы компенсировать отклонения. С течением времени подходы к решению этой проблемы начали менять свое направление. Рациональные умы Средневековья видели в башне не только символ гордыни или божественного вмешательства, но и инженерный вызов, который предполагал научный подход. И хотя мистические взгляды оставались в народе, башня продолжала стоять, воплощая в себе некий союз иных сил, научных и сверхъестественных. Эта история не доходила до пика, когда современные ученые вооружились наиболее передовыми технологиями, чтобы исследовать наклонения. Трехмерное сканирование почвы, всесторонний анализ фундамента и анализа структуры позволили глубже понять причины, почему башня до сих пор стоит, несмотря на все препятствия. Тайны укрепления и стабилизации ждут своего раскрытия в следующей части нашего исследования. Современные исследования. Современная наука открывает удивительные факты о Пизанской башне, которая, несмотря на возраст в 850 лет, продолжает привлекать внимание исследователей. Свое строительство она начала в 1173 году и с тех пор бросает вызов природным и инженерным законам. С одной стороны, почва под башней изучается с помощью систем скважин и других методов анализа, чтобы понять ее поведение. Ученые работают над изучением различных слоев грунта, что позволяет контролировать и стабилизировать наклон башни. Еще в 90-е годы 20 века были проведены мероприятия по удалению части грунта и установке контрвесов, что способствовало уменьшению угла наклона примерно на 1 фут и 5 дюймов. Современные технологии позволили стабилизировать состояние башни, и сегодня она наклоняется под углом около 4 градусов. Датчики движения и сейсмографы, размещенные по всей структуре, круглосуточно мониторят ее положение, обеспечивая точный и своевременный анализ. Данные обрабатываются с помощью современных технологий, включая искусственный интеллект, что позволяет быстро реагировать на любые изменения и поддерживать стабильное состояние знакового здания. Хотя вокруг башни и существуют многочисленные культурные легенды, современные исследования сосредоточены не на мистике, а на сохранении и изучении уникального инженерного памятника. Реставрационные работы, завершившиеся около 2010 года, демонстрируют, как технологии могут продлить жизнь архитектурного чуда. История башни продолжается, оставляя нам открытия, которые бросают вызов и вдохновляют. И пока наука и технологии следят за ее состоянием, в прошлом остаются невероятные истории, ждущие своего раскрытия. Скрытые комнаты. Интересно, что несмотря на долгую историю исследований, никакие доказательства скрытых помещений внутри Пизанской башни до сих пор не найдены. Ученые использовали новейшие технологии, такие как лидар и томографию. Но легенды о секретах внутри остались лишь в области мифов. Эти сказания веками плодили слухи о масонских тайнах и запрятанных сокровищах, однако ни артефактов, ни следов масонских символов здесь нет. Следует отметить, что многие захватывающие истории о скрытых пространствах актуальны для другой знаменитой башни — Невьянской наклонной башни на Урале, известной своими уникальными подвалами и загадочными комнатами. Важно не путать эти сооружения, чтобы не создавать ложных ассоциаций. Пизанская башня в Италии осталась верна своей исторической славе. Ее строительство началось в 1173 году, и наклон, спровоцированный мягким грунтом, стал заметен еще в ранние годы. Зато средневековые архитекторы нашли способы компенсировать ее крен, включая асимметричное строительство. Эти попытки сделать невозможное оставили нам загадку на века. И хотя научные экспертизы не обнаружили неизвестных комнат, сказания о башне продолжают вдохновлять и намекать на недосказанности. Наше путешествие по ее истории говорит многое о человеческой фантазии и стремлении к неизведанному. Вскоре мы отправимся в путешествие по легендарным мифам, окружившим это чудо архитектуры. Мифы и правда.
Пизанская башня всегда была окружена мифами, однако ее наклон возник вовсе не из-за предполагаемых мест силы. Башня начала крениться из-за нехватки прочного фундамента и мягкой почвы под ней. Глина и песок не могли удерживать массивную конструкцию, и уже после первых этажей башня заметно отклонилась. Но этот недостаток породил огромное количество историй и сказаний, которые веками влекут любопытствующие умы и путешественников со всего мира. Одним из известных мифов является история о том, как Галилео Галилей сбрасывал с башни разные предметы, чтобы доказать свои теории о законах падения тел. Хотя этот рассказ и стал популярным, никаких исторических подтверждений о проведении опытов подают как художественное преувеличение, а не как факт. Также существует легенда, якобы башня когда-то использовалась в качестве защитного укрепления или тайного наблюдательного пункта. Однако ее истинная роль гораздо проще. Она была построена как колокольня для кафедрального собора. Ее уникальный наклон лишь усилил ореол тайны вокруг этого архитектурного памятника и создал иллюзию защитной функции. Мифы, окружающие Пизанскую башню, неизменно влияют на восприятие этого символа, обогащая ее исторический контекст и привлекая всех, кто жаждет прикоснуться к загадочному. Нас ожидает более детальное изучение того, как теперь ее легенда переплетена с одним из важнейших этапов развития науки, и это будет удивительно. Эксперимент Галилея. Представьте себе 16 век, когда мир переживал бурное развитие науки и искусства, время, когда казалось, что невозможное возможно. Именно в это время, в 1589-м, согласно легенде, Галилео Галилей изменил научное восприятие гравитации. Несмотря на спорную фактологическую точность, этот эксперимент стал символом времени. Согласно известной истории, Галилей забрался на вершину Пизанской башни и сбросил два шара разной массы, чтобы доказать, что их скорость падения одинакова и не зависит от веса. Это утверждение бросало вызов учениям Аристотеля, которые считались неоспоримыми веками. И хотя большинство ученых сегодня склонны считать эту сцену скорее мысленным экспериментом, именно эта идея способствовала переосмыслению основ физики. Эта легенда о Галилее — яркий пример того, как мифы и наука могут переплетаться, усиливая друг друга. Больше, чем факт, она воплощает в себе дух эпохи Возрождения, когда стремление к познанию становилось движущей силой прогресса. Воспринимая ее не только как исторический факт, но и как символ, она усиливает наше представление о грандиозной темпоральной связи между человечеством и его неисчерпаемой жаждой знаний. Как мы видим, Пизанская башня является не только частью великого мифа, но и участницей многих загадок, которые все еще озадачивают исследователей. Но с этой интригующей историей пленительного физического эксперимента мы переходим к тому, что действительно угрожает башне извне — природные угрозы. Когда думаешь о Пизанской башне, первым на ум приходит ее наклон. Сегодня он составляет 3,5 градуса. Стоит отметить, что максимальный угол наклона достигал 5,3 градуса. Но стараниями инженеров, стабилизировавших ее, эта величина уменьшилась. С даты закладки в 1173 и до завершения в 1360 башня выдержала не только время, но и мощные природные испытания. Например, с 1280 года Тоскану сотрясли как минимум 4 сильных землетрясения, но каждый раз башня выживала без серьезных повреждений. 18 августа 1846 года череда землетрясений также не смогла ее поколебать. Секрет ее стойкости кроется в динамическом взаимодействии жесткой конструкции и мягкого грунта. Парадоксально, но именно этот мягкий грунт, вызвавший наклон, послужил своеобразным амортизатором, защищающим башню от разрушительных сейсмических волн. Кроме землетрясений, на башню влияют и другие природные факторы. Например, в 1797 молния сильно повредила ее, вызвав необходимость реставрации. Были зафиксированы подвижки грунта из-за подземных вод, которые только усугубляли ее нестабильность. Интересно отметить, что у Пизанской башни отсутствует классический сплошной фундамент. Вместо этого использована кольцевая конструкция, полая внутри и связанная с башней цементным раствором, залегающая на глубине около 3 метров. Это важно для понимания ее поведения и устойчивости при разнообразных природных угрозах. Фазами изменений и восстановлений башня демонстрирует, как природа и инженерное мастерство соединились, чтобы сохранить ее до наших дней. В наших размышлениях о ее будущей судьбе мы видим продолжение удивительного пути, на котором наука продолжает защищать этот архитектурный памятник. Но впереди нас ждет еще одна история о ее удивительном прошлом и мерах сохранения. Реставрация и сохранение. Начало 90-х годов 20 века ознаменовалось важным решением для Пизанской башни, когда угол ее наклона достиг критических 5,5 градусов. Меры стали необходимостью, чтобы сохранить эту архитектурную жемчужину. Реставрационные работы, начатые в 1990-м под руководством британского инженера Джона Берланда, позволили уменьшить наклон на полградуса, до примерно 3,7 градусов. Ключевым методом стабилизации стало удаление части грунта с северной стороны башни. Это хитроумное инженерное решение
строение позволяло компенсировать наклон на юг, значительно снижая риск дальнейшего крена. Вместо простых контрвесов использовались более сложные технические решения. В этой глобальной инициативе принимали участие международные эксперты, объединяя свои знания для сохранения памятника. Во время работ Пизанская башня временно поддерживалась специальными тросами, предотвращая риски разрушения. Эти меры, выполненные на высочайшем уровне, названные современниками спасением, позволили структурно стабилизировать башню и даже приподнять колокольню примерно на 4 сантиметра. Системы мониторинга, установленные в те годы, до сих пор обеспечивают надежную защиту исторического здания. Включая датчики наклона, сейсмографы и лазерные сканеры, эти технологии позволяют отслеживать тончайшие изменения в конструкции. Работы завершились в начале 2000-х, продемонстрировав, как инженерное мастерство может совладать с вековыми проблемами. Изменив свою легенду, башня остается под защитой коллегиального союза науки и технологий. А впереди нас ждут захватывающие истории о туристах, которые продолжают стекаться сюда, вопреки преградам времени и пространства. Туристическая достопримечательность. Пизанская башня — это настоящая икона архитектуры, стоящая в Пизе уже более 6,5 веков. Ее строительство началось в 1173 по проекту Бонанно Пизано и продолжалось с перерывами почти 200 лет, завершившись около 1372 года. Интересно, что ее наклон начал проявляться еще на ранних этапах строительства и стало сюрпризом для архитекторов. Причиной тому послужила мягкая глинистая почва и изменчивые грунтовые воды, что не было учтено при проектировании. Башня достигает высоты в 184 фута и известна своим характерным наклоном в 4 градуса. Смещение верхушки составляет почти 14 футов от изначальной вертикали. Первоначально задуманная как колокольня для кафедрального собора, она теперь является магнитом для туристов со всего мира, привлекая их уникальной архитектурой и историей. Посетители стремятся сделать культовые фотографии, поддерживая башню в своих руках. Это визитная карточка любого путешественника, побывавшего в Пизе. Не менее захватывающее зрелище ожидает тех, кто поднимается на вершину. С высоты открывается потрясающий вид на Пизу и ее окружающие пейзажи. Пизанская башня воплощает в себе симбиоз архитектурного мастерства и природных случайностей, что делает ее пребывание в этом мире столь привлекательным и интригующим. Но что ждет ее впереди? Какие вызовы природы и времени она встретит на своем пути? Об этом расскажут следующие эпизоды истории, полные неожиданных поворотов и технических чудес. Футуризм и предсказания. Почти тысячелетие Пизанская башня удерживает мировой интерес своим загадочным наклоном. В конце 20 века были проведены ожесточенные усилия по ее стабилизации. Инженерное чудо, которое уменьшило угол наклона почти на 1,5 фута. Исследователи со всего мира объединили знания, чтобы противостоять вызовам мягкого грунта. Методичное удаление части почвы и использование анкерных систем помогло сохранить баланс башни, сохранив ее историческую текстуру и аутентичность. Высотой около 190 футов, состоящая из 7 уровней и достигая веса примерно в 33 миллиона фунтов. Эта каменная колокольня остается неотъемлемой частью культурного наследия, стоящей на своей переменчивой почве. В 2001 году, когда завершились последние масштабные реставрационные проекты, башня снова открыла свои двери для посетителей, но теперь это не только туристический объект. Это памятник инженерному гению человечества. Смотрим ли мы в будущее, технологии продолжают давать новые надежды. Хотя не существуют конкретные планы по инновационным устройствам, такие как подземные опорные структуры, перспективы их разработки лишь намекают на фантастические достижения современных наук, пока мечты о виртуальных турах остаются открытой возможностью для миллионов людей. Наклон башни более не является секретом, а то, что она до сих пор сохраняет свое притяжение, является воплощением борьбы за сохранение уникального. История этой реликвии времени продолжается. Это символ стойкости перед лицом испытаний веков, и впереди она обещает новые удивления для будущих поколений.